Уважаемые зрители и подписчики, я вас приветствую на своем канале. Всем доброго дня и доброй ночи и хорошего вам настроения. Сегодня очень серьезная тема, значит, нашего здоровья. Будем разговаривать про газовое оборудование, газ, опасность, взрывы, как избежать этому. Поговорим про газовые баллоны, про редуктора, расскажу, чем отличаются шланги. Вот. Будет много интересного. Сразу немножко расскажу, что редуктора многие поддельные. Какие они, будет чуть дальше рассказано. Идем по баллонам. Значит, металл, композит. Металл 5-литровый весит пустой 4 килограмма. Композит 18, объемом 18,2 весит 4 килограмма 100 грамм. Делайте выводы сами. Композит намного легче. Давление выдерживает 30 бар, 28 атмосфер. Этот выдерживает 4 раза больше. Выдерживает 120 бар, 118 атмосфер. Здесь установлен клапан переизбыточного давления. Это значит, когда пожар или что-то, баллон не взрывается и лишний газ стравливается. Да, происходит, конечно, тоже факел, из него выходит, переизбыточное давление выходит, но баллон не взрывается. Баллон не может взорваться ни при каких условиях, потому что во время горения смола начинает стекать с колбы, и нити, которые связывают, они открываются, и через них равномерно выходит газ. Сразу говорю, уходим, идем дальше. Значит, в случае металлического баллона при транспортировке, просто на примере сразу говорю, в багажнике лежит. Если мы его не заворачиваем и не убираем в термосумку, кто-то заворачивает в одеялку, во что-нибудь, чтобы не стучал, не звенел. Не дай бог он будет у вас травить газ, не дай бог. Образуется искра, и он загорается. В случае с композитным здесь нет элементов, которые могут, металлических элементов, которые контактировать. Искра не образуется, здесь не сгорается. Это его еще один плюс. Идем дальше. Еще, наверное, самым интересным, на то, что не обращает внимания ни один из потребителей баллонов металлических, на то, что если он снаружи выглядит замечательно, то внутри никто никогда не сможет узнать, как он выглядит. В процессе эксплуатации в баллоне часто образуется конденсат, но постоянно образуется какое-то количество, и баллон начинает ржаветь изнутри. Если баллон там 5 лет, можно сказать 10 лет, а вот уже дальше мы не можем знать толщину стенок изнутри. Снаружи мы можем видеть механическое повреждение или что-то, баллон сразу не используйте. Это беда. Баллон после 10 лет превращается в бомбу замедленного действия. В случае с композитным, колба здесь полупрозрачная. Газ мы всегда видим, какое количество, сколько наливаем, сколько остается. Коррозии не подвергается никакой, срок службы увеличенный практически до не знаю какого количества. Вот. Во много раз, потому что нет ни коррозии никакой не происходит. Это его огромный плюс. Дальше. Такой баллон мы можем использовать в помещениях без каких-то либо проблем. На дачу приехали, поставили, на даче у нас плюс, например, 35 градусов. Этот баллон не взорвется. Клапан у него сработает максимально при 35 бар, где-то в районе 33 атмосфер. Тут же при 30 атмосфер уже бабахнет он у вас металлический. Решать вам. Думайте. Разница видна, я думаю, что как бы очень сильно. Какой объем нужен баллона для дачника, для рыбака, для туриста? 5-литрового баллона хватает туристам, которые будут находиться там в походе не более, например, 2 дней, 2-3 дней.
используя там, для приготовки пищи, для дачника, который также будет приезжать на дачу на 1-2 дня, но не более того. Если не интенсивно использовать, может хватить и на 4. Ну, потому что когда вы живете и постоянно готовите еду, греете там воду, нужно рассчитывать приблизительно среднее. Среднее это где-то дня 3, 4, 5 литров хватит вам. Интенсивно, если использовать на даче или дома, 18-литрового баллона хватит дней на 7 интенсивно. То есть вы не будете там экономить, нужно приготовить, приготовили. Вот, это тоже по объему, чтобы понимать. Рыбака, те, кто использует теплообменники, баллон я приобрел для теплообменника и не только. Я расскажу, для каких целей он еще идет. Значит, 5 литров хватает с инфракрасной печкой, мощностью 2,3 киловатта, без теплообменника, если ее включать и выключать, приблизительно на сутки. Сутки-полтора это максимум можем вытянуть из него. И то трясем его постоянно, чтобы из него последний газ выходил. Периодически нагрели, выключили. 18 литров 100% двое суток без выключения сидим спокойно, при том, что мы уверенно видим, газ у нас убавляется, наблюдаем, мы можем сэкономить его и там, чтобы рассчитать время. В металлическом баллоне мы не рассчитаем время, мы не знаем как и что. Еще большая разница, что металлические баллоны, когда мы приезжаем на заправку заправлять, их нужно обязательно взвешивать, какое количество газа осталось в нем в баллоне и сколько в него можно налить. Никогда нельзя наливать больше положенного. Летом вообще нужно наливать еще намного меньше, чем там позволяет производитель. Написано, что не более 2 литров в него можно заправлять в жидком виде газа. Не более 2 литров. Заправщику без разницы, он вам нальет 3,5-4 литра, сколько он сюда зайдет. Вы зимой кидаете в багажник его, привозите домой, на дачу, протапливаете дачу, температура повышается, баллон у вас бабах взрывается, потому что лишнего налили. Нужно всегда соблюдать технику безопасности. Он не такой, что прям, чтобы уж вот страшный, что он прям как ядерная бомба взорвется. Нет. Нормальный, хороший баллон, но в доме лучше не использовать металлические. Пусть они где-нибудь там подальше будут на улице стоять. Вот. Также летом перевозить металлический баллон нужно либо в термосумке, либо заворачивать его в одеялку, так как если он будет находиться у нас в багажнике, температура на улице 40 градусов, в багажнике будет 45-50 градусов. Тоже заправили его, если максимум, неправильно. Летом даже менее 2 литров нужно заправлять, потому что, сами понимаете, температура. Вот. Это его недостатки. Это недостатки. Какие плюсы у композита? Приезжаем на заправку, видим, какое количество газа, заправляем его практически полный. Ну, естественно, процентов 15 мы оставляем запасом. Не нужно бояться того, что мы его даже лишнего перезаправим. Соблюдать нужно обязательно. Но даже в случае, если мы его перезаправили, ничего не произойдет. Даже клапан не сработает. При плюс 50 градусов, без чехла, без всего. В идеале, конечно, если термосумка будет вообще просто хорошо. Можно даже положить в салон, куда угодно. Тут с этим он неприхотливый. С этим нужно будет нянчиться. Как-то так, я надеюсь, доступным языком. Этот у нас, значит, взрывается, опасный, то есть столько новостей, они постоянно взрываются. Если хотите себя обезопасить, и если вы используете в доме, в палатке, греетесь отоплением, я бы рекомендовал вам использовать баллон, тот, который безопасный. Либо соблюдать меры безопасности строго.
Следующий у нас на очереди редукторы. Что интересного среди редукторов? Сразу говорю, так называемые в простонародье смерть рыбака. Редуктора под названием БПО-5ДМ. Их много разных разновидностей, но вот БПО-5 предназначенный для газа, сразу подчеркиваю, для газа, для пропана, для бутана, но для высокого давления. Если вы это не будете знать, если вы это не будете, вам обязательно продадут. Такие продаются, таких очень мало в продаже. Вот такие и такие есть. Естественно, вы выберете такой. Можно регулировать давление. Не буду затягивать. В чем заключается проблема этого редуктора? Проблем в редукторе нет никаких. Редуктор замечательный, очень качественный, хороший. Проблема в том, что некоторые продавцы недобросовестно не договаривают или даже, наверное, не знают, что для бытовых нужд, для того же самого дачника, рыбака, охотника, такой редуктор неправильный. Неправильный почему? Да потому что давление, которое он может создать, будет переизбыточное. Правильное давление для газовых плит, для всего оборудования идет 0,30 миллибарль. 0,30. С регулятором идет от 0,30 до 0,60. В этом случае мы как турбину просто-напросто. Это предназначено для тепловых пушек, для газовых горелок, которые вот укладывают мягкую кровлю. Они идеально подойдут. Их можно использовать для таких баллонов. Можно, но только очень аккуратно, очень осторожно. Если вы будете приобретать, такой не берите точно. Если приобрели, знайте, что использовать его нужно очень аккуратно. С чем это связано? Регулятор очень чувствительный. Достаточно повернуть его там на 5 миллиметров, и объем газа выходит такой, то есть мощность. Обычную инфракрасную печку в 2,3 можно раскочегарить на 5, она аж трещать начинает. А если еще крутануть чуть-чуть, она там на взрыв идет. Не дай бог, ночью кто-нибудь упал, что-то вот на этот крючок зацепили. У вас так бабахнет, что мама не горюй. Или с примера. Подсоединили, теплообменник установили, зажгли спичку длинную, открываете, значит, вентиль, редуктор подсоединили, естественно, все. Подносите давление до такой степени переизбыточной, что у вас просто теплообменник разорвет. Вот в чем проблема. Вот. Если же, конечно, все настроено, вы инфракрасную печку проверили, зажгли, и потом уже ставите на нее теплообменник, то проблем нет. Плюс его, когда газ у нас заканчивается, можно вытравить полностью газ из баллона. Выкручиваем, давление никакое не создается. Газ просто выходит, можно сказать, напрямую, чуть ли не вытекая, выплевывая. Весь газ до остатков мы его можем использовать. Обычный редуктор так не сможет. Горелка просто будет тухнуть. Такой редуктор самый примитивный. Если брать самый простой российский редуктор стоимостью 200 рублей, его тоже научились подделывать. Давление, он работает при низком, значит 0,30 миллибарль. Подсоединили его. К такому баллону он подходит, но не очень комфортно использовать. Упирается он здесь немного. Вот поэтому начинают все искать более компактный. Вот такого типа. В магазинах их не продают, в газовых специализированных, потому что, я не знаю, не нуждаются. Таких вот куча. Миллионы. Вот такие появились подделки. Сразу не буду рассказывать, как я узнал. Готовился к обзору, посмотрел характеристики, какие, сколько стоят. И оказалось, что производитель
модель такую-то не выпускал. А на редукте написано Mondial, модель 080. У производителя этой фирмы есть такая же модель, только с буквой N. И выглядит он совсем по-другому. Вес у трех продавцов абсолютно разный. От 220 до 280 грамм. Но я не сильно расстроился, что там у них вес разный, цена у всех разная. А самое интересное, что этот 180 грамм весит. Вот. Также наткнулся на статью, где один человек написал, что он приобрел, и очень сильный шип пошел. Редуктор сильно сифонил, пропускал. Он решил его подтянуть. Здесь нет возможности подтягивания, здесь клепки. Это имитация. Здесь просто вылито. От оригинала он отличается. Здесь надпись другая, значит. Что у нас еще? Гайка другая. На фотографиях у оригинала другая гайка. Ну и по цвету немножко тоже есть отличие. Так что остерегайтесь подделки. Если хотите приобрести такого рода небольшой редуктор, самый дешевый и нормальный вариант, это будет этой же фирмы, без регулятора. Стоит он в районе от где-то приблизительно 700 рублей. Не будет хороший редуктор стоить 200, 300, 400, 500 рублей. Не будет хороший. Вот такие вот маленькие импортные. Итальянцы не будут вам за 200 рублей, так что не надейтесь. Либо используйте дешевый, качественный, надежный, зато вы спокойно будете там находиться в вашей палатке, на даче и уверенно знать, что у вас редуктор не подведет. Такой не используем. Покупаем этой же фирмы, только более дорогие, которые оригинальные, низкого давления. Такие же редукторы есть фирмы GOG, тоже хорошие, есть с регулятором. Самый простой без регулятора стоит от 600 рублей, ну в районе там 800, где-то приблизительно хороший редуктор рублей 800. Существуют модели, которые стоят свыше 1000 рублей, тоже с регулятором идут, но там они отличаются тем, что уже объемы литража, сколько они могут прогнать, более выше. То есть эти стандартные приблизительно 1 литр в час. У тех, которые дороже, они, во-первых, весят больше, стоят дороже, пропускная способность до 4 литров. Навряд ли вам вообще это нужно будет. Опять же, это нужно тем, кто использует тепловые пушки, поэтому деньги тратить лишние на это не нужно. Выбирайте средний вариант в районе от 700 рублей до 1000 рублей. Хорошие редукторы. Вот такого типа. Если прям конкретно какие-то модели нужны будут, я могу написать. Я уже как бы много просмотрел уже этих редукторов и приблизительно знаю. Там их не так много, выбирать не с чего. Какие хорошие. Вот, остерегайтесь подделок. Подделки везде кругом. С газовым оборудованием не нужно шутить. Если узнали, что поддельное, лучше поставить примитив, съездить, прям сразу купить 200-рублевый российский. Только удостовериться, что это именно хороший, оригинальный российский. Простой, примитивный, неубиваемый аппарат. Дальше. Есть у нас два шланга. Шланг российский, толстый, такой вот. И шланг европейский. Шланг GOG, немецкий шланг. Чем отличается? Естественно, ценой. Многие думают, да, он красивый еще. Самое главное его отличие то, что он не теряет свои свойства при минус 30 градусов. Некоторые сразу зададут вопрос и скажут, да, я на улице не буду использовать там, на даче, зачем мне минус 30 градусов. Сам газ сам по себе, это жидкость такая, она замораживает, она холодная. И изнутри он замерзает. Со временем любой шланг превращается в дубовый, лопается. В этом случае срок службы увеличенный. Все время шланг при любой температуре остается вот такой вот подвижный. И то есть
Опять безопасность. Не лопнет он вас. Он, конечно, тоже не вечный. Нужно всегда все проверять, смотреть. Но срок службы в разы выше и безопасность на первом месте. Вот такой шланг. Также могу ссылку дать, где можно приобрести. Вот. Что касается термосумок, то они прежде всего нужны баллонам металлическим. Когда мы будем транспортировать, убираем в термосумку. Прежде всего защищает нас от контактов металла. Это раз. Второе, от перепада температуры. Это два. Опять же, я уже говорил, что в жару такой баллон в багажник не стоит убирать. А лучше убрать его в салон, где работает кондиционер. Как-то так. Также термосумка будет хороша, будет защищать ваши другие вещи, потому что баллон имеет свойство кататься, и когда баллон без всего, пусть там искра образуется, пусть он взорвется, загорится, лежат у вас какие-то хорошие вещи, купили вы что-то, этот баллон все в шибалы разобьет, себя и все остальное. Поэтому, если вы хотите использовать вот такой, обязательно техника безопасности на первом месте. Не заправляйте его до отсечки не более 2 литров, не более 2 литров. Летом заправляйте еще меньше, чем 2 литра. И используйте либо термосумки, без разницы какие, любые термосумки, либо заворачивайте его в одеяло в какой-нибудь, тогда ваша безопасность повышается. Если уже просто так халатно его заправили, поставили в это, то риск настолько высок, что он просто не оправдан. Лучше тогда не берите, не покупайте, не используйте его. Это будет намного эффективнее. Подводя итоги, приобрел композитный баллон я очень рад. Я спокойно за себя, я буду выезжать летом на рыбалке, на соревнования, на отдых. В жару, в любую погоду не переживай того, что мы взорвемся, там, сгорим или что-то с нами случится. Это просто вот гора с плеч. С этой бомбочкой едешь как вот, я не знаю, опасно. Тем более я ее перевозил не в термоконтейнере, а я ее, конечно, убирал в сумку, заворачивал разными тряпками, чтобы не звенело, не гремело, не стучало. Все равно это все опасно. Из примера в конце скажу, что когда мы ездили на «Газели» тентованный, в кузове температура поднималась выше 50 градусов. Там просто все варилось в хлам. И баллончик вот этот вот подвергался этой температуре. И если бы он был заправленный более 2 литров, то там тарарам, через наше там лобовое стекло он вылетел бы 100%. 100%. Ну, техника безопасности соблюдена была. Мы живы и здоровы. Вот. Если кому-то стало это полезное видео, обязательно расскажите своим друзьям. Ставьте лайки, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Ну и всем всего доброго и пока.